Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Яна, и вообще вы на вышивальном канале, просто чтобы сразу всех не распугать, скажу, что я сегодня побывала на выставке Экспо Хобби, это что-то типа нашей формулы рукоделия, только без вышивки крестом. Я тут всякое купила, сейчас быстренько расскажу, а потом, наверное, даже в конец, не знаю, где-то мы посмотрим, как я там ходила. Значит, что купила? Вышивального у меня мало, а именно 2 штуки. Ножнички. Не знаю, зачем, я недавно покупала ножницы, но вот я эти увидела, и какие-то они у меня такие нежные, цвет такой розовато-голубой. Он мне, напомнил, я драконов вышиваю от Саверки, и там будет шар. В общем, будет когда-то шар. Камень, как это называется. В общем, я буду его вышивать и расскажу вам, о чем речь. Там даже бленды будут из розового с голубым. В общем, вот, красота. И я решила все-таки купить себе силиконовый наперсток. Значит, не уверена, что это мой размер, что мне вообще подойдет и так далее, но было дешево, сердито и так далее. Я периодически ною на камеру, что ненавижу этот пластик дурацкий, что вся искололась им, что, не пластиком, конечно, искололась, а иголкой искололась, пока шила пластик. Вот, не нравится. И мне писали, по-моему, по поводу того, что можно купить наперсток. И, в общем, я смотрела какие-то марки, которые не ноунейм, и заказывать там он сам, даже если ноунейм недорогой, но пока доставка там в 5 раз дороже, чем сам наперсток. А вот тут я уже была и решила прикупить. Попробую, будет ли полезно. И в крайнем случае, если я его весь исколю, разорву и так далее, не жалко. На этом вышивальная закончилась. Еще вдохновилась своим чатом, своей флудилкой в игре Монополия. Там девочки периодически устраивают веселье, назовем это так. Купила попкорн. Хочу сделать себе магнит на какой-нибудь процесс и наслаждаться весельем в своих чатах. Я все время говорю, что у меня на канале как-то все спокойно, никто ничего не пишет, никаких комментариев злобных. Отыгрываются во флудилке, там хоть какой-то экшен. Там тоже ничего такого, бывает, ладно. Каждый там находит на что обратить внимание, поэтому, да, это от кошечки привет. Так, значит, дальше. Дальше я купила совсем не вышивальные, это, как это называется? Все еще. Это когда, господи, как это по-русски? Штампы. Штампы. Это силиконовые штампы, их надо на штучечку, в общем, неважно. Силиконовые штампы. И, было очень дорого, на самом деле, вот эта штука, но тут их, смотрите, сколько? 6, 9, 11, да? И все они такие патриотические. Значит, и марка, и билетики, проездные, и типа монетка 5 центов, солнце с нашего флага, гербы, в общем, все наши маты. В общем, очень важные для нас. Я, не смогла пройти мимо, и решила, я, в общем-то, веду худо-бедно какие-то, скажем так, дневники там, для организации. Там не вышивальный дневник, там вообще все куча мала. Преимущественно про вышивку, но тем не менее. И я подумала, что мне это очень-очень нужно. Значит, и это туда. Вот эта штука околовышивальная. И это, знаете, зачем? Я тут смотрела, по-моему, это было видео дамы с собачкой.
И она там, по-моему, в бабочку вышивала. Я надеюсь, что я не перепутала, и это действительно вышивала Оксана. И у нее была основа, ей кто-то там подарил, с принтом, вот, ну, как будто там надписи, да. И я подумала, что у меня нет возможности вот купить такую основу, но можно же сделать самой. Вот. И это для этого. Не знаю, когда я буду этим заниматься, не знаю, что я там буду вышивать, даже если получится. Но очень захотелось попробовать. В крайнем случае, если ничего не получится или получится некрасиво, затонирую все в один цвет, и все будет нормально. Но вообще, я надеюсь, что у меня все получится. И еще, вот тут я даже из пакетов не вынимала, один пакет тут и еще 2 пакета внутри. И это холодный фарфор. Это типа как полимерная глина, только без запекания. По-моему, я на канале очень мало об этом рассказывала или вообще не рассказывала. Я, наверное, месяц назад, 1,5, ходила на мастер-класс. Мы там делали еду. Там картошечку эту жареную, типа картофель фри. Какие-то там еще сэндвичи. Вот. И мне сказали, что у меня талант, мне нельзя забрасывать, надо продолжать. Ну, суть не только в том, что мне там сказали, не сказали. Мне периодически интересно, а мне вообще... Я стала на нее обращать внимание, на этот холодный фарфор, из-за того, что домики, вот, да, я купила уже давно с прошлой формулы, на них обратила внимание, вот эти вот, ну, не домики, а как они называются, комнатки, да, такая, миниатюрки. И там некоторые вещи надо, ну, из чего-то сделать, типа из полимерной глины или вот из фарфора. Поэтому вот так. Вот этот вот кусок 500 грамм, там другие куски тоже большие, но потому что я часто, знаете, мне это не нравится, вот тут вот не получилось, давайте переделаем. Я решила взять побольше, плюс мне хочется разные марки попробовать, потому что до этого я покупала одну марку, а на вот этих мастер-классах я пробовала другие, и, в общем, я пока не нашла ту марку, с которой мне приятнее работать, поэтому взяла разные на пробу, потому что там, в общем-то, подешевле, чем если покупать. Ну, вот эту марку вообще как бы сложно найти офлайн, а онлайн доставка у нас. У нас есть, конечно, бесплатная доставка, но бесплатная доставка на определенную какую-то сумму обычно, если набираешь. А поскольку это материалы все недорогие, то там получается часто, что за доставку надо платить в 2 раза больше, чем сам материал. Поэтому я решила взять. Долго думала брать какие-то цвета. Вот. И, ну, короче, в общем, взяла все белое, но разные. И там вот еще 2 штуки другой марки, и там они есть, которые застывают и прям твердые, другие, которые флекс, как это, ну, короче, подвижные, они, да, гнутся и так далее. Вот, буду пробовать. И для них же вот такие скалочки для текстур. Вот. Я почему-то подумала, что эти скалочки для текстуры могут еще и для ткани пригодиться, но мне кажется, нет, потому что они впуклые, а не выпуклые. Вот. Но с другой стороны... Ну, короче, можно будет попробовать. В любом случае, мне кажется, что это для ткани все-таки не подойдет. Тут еще с листочками. Ну вот, это мой улов. Я очень хотела купить некоторые ткани. Решила ткани не брать, потому что с прошлого раза я тоже брала ткани, ничего не шила. Решила, что надо сначала шить, а потом уже брать ткани. Плюс я решила, что... Вот эту вот штуку, наверное, лучше попробовать сначала на какой-то ткани, может быть, даже не для вышивки, а просто обычную ткань взять и посмотреть, как оно там, подвижность, неподвижность. Ну, понятно, что я, в принципе, понимаю, как это сделать, чтобы это было неподвижным, но, тем не менее, как сушить, снимать сначала, не сначала. В общем, я это все пока чисто у меня в голове. Я не знаю, как это правильно делается, поэтому... Так.
кошка на фоне скучала, вот там немножечко шалит. Короче, вот такие у меня покупки. Давайте сначала все-таки посмотрим, как я гуляла по самой выставке. Если вам это не интересно, есть тайм-коды везде. Просто сразу перемотайте и перейдете сразу к вышивке. Сразу скажу, что на выставке вышивки было практически не было. Я там что-то показала, но это такое вот. Зато были всякие домики, другие виды хобби, разные штуки интересные. В общем, если не интересно, опять-таки проматывайте и сразу перемотайте на тот момент, где я вышиваю «Осенний замок. Мой тюремный процесс» из «Монополии». Дорогие друзья, я приехала пораньше, не специально. Там вход, вот кассы, а вот моя карточка. 3,5 бакса удовольствия. Можно было бы за 3, конечно, приобрести все это, если бы я заранее позаботилась, но я не позаботилась. Ну и ладно. Пойду, там очередь еще за углом, и, короче, очень долго и много. А еще пока не впускают, потому что впускают с 12, а еще минут 15-20 надо подождать. Дорогие друзья, мне, естественно, именно сегодня пришлось поработать, причем неприятно поработать. Надо будет потом еще поработать, но, тем не менее, я оказалась внутри. Мы очень быстренько зашли, когда все открылось, и вот изучаем, что тут есть. Изучаем, почему я во множественном числе говорю, я не знаю, потому что я тут одна. Присматриваю всякую. Хочется что-то денег потратить, но на что-нибудь такое нужное. Вот, короче, не знаю. Сейчас все изучу и что-нибудь прикуплю. Расскажу вам, что помимо стендов, где продается, есть вот такие еще посерединке стенды декоративные, просто вот украшенный стол. Там вся информация про то, кому это все принадлежит, кто это делал и так далее. После выставки здесь проводятся конкурсы на лучший, самый красивый стол. Эти Фаберже практически. Сегодня буду снимать побольше столов, потому что вот эта красота уже сделанная руками мастеров. Мастера обычно эти вещи все не продают, они продают материалы, чтобы можно было сделать самим такую красоту. Когда вижу всю эту красоту, мне все время кажется, что мне это все жизненно необходимо, нужно, и зачем, не знаю, но вот очень красиво, хочется сделать такое же. Зачем, непонятно. Как это применять, мне не ясно, но очень-очень красиво. А это я. Так, вокруг, значит, стенды всякие с красотой, я их пока еще не смотрела, с красотой в смысле, которые можно купить. Краски. Что тут? Что-то готовится для мастер-классов. Там вот декупаж вижу. Тут вот рамочка красивая. Может, мне рамочка нужна? Так, здравствуйте, начинается музыка. Ниточки какие прекрасные. Можно спереть ниточки? И машинку тоже хочется спереть. Спереть я, конечно же, шучу, потому что обычно туда выкладывают чуть больше, чем то, что можно купить. Вот. А купить явные старые ниточки у них нельзя. Вот и еще один стенд красивый. Так, вот этот стенд просили. Я в прошлый раз очень громко кричала по этому поводу, когда увидела книжный магазин. Значит, я в этот раз ничего покупать не буду, потому что я уже купила несколько, а вышло еще не все. Но давайте я вам под музычку, чтобы убрать все эти шумы, покажу детально несколько работ. И вот есть новые домики, давайте с них и начнем, типа Амстердам.
красиво. Значит, смотрите, все, что меня здесь умиляет, это вот сережечки и колечко, в которые можно типа как вставить вышивку. А больше меня здесь ничего не умиляет. Такие прекрасные куколки. Так, это понять бы, кто из чего сделал. Ну ладно, не важно, давайте просто полюбуемся. Сначала увидела держатель для пялец, а потом уже все остальное. Ярко, красивенько. Мне, конечно, классически нужно показать вам немскую палитру. А вот тут... По-моему, это то, что я в прошлый раз показывала, там детали из деревяшек разные, и их собирают типа как пазл и раскрашивают отдельно каждую штучку. По-моему, это. Собаки-картежники, ну это просто вообще под ногой, под столом, в ноге у него там карта, вообще, конечно, угарная. Так, я нашла вот эти самые деревяшки, вон залюбовалась тыквой, смотрите, вот она в собранном виде, вот, ну, в смысле, в собранном, в комплекте. Там только деревяшечки и инструкция, и стоит это все 11 баксов, а мне кажется, у меня так красиво не получится, короче, не знаю, надо подумать. Сейчас мое любимое, просто внезапно, видите, бац, и стенд такой, потому что пожрать это тоже хобби. Так, я все страдала, что у нас нет полимерной глины, а вот к нам приехала полимерная, ну, в смысле, приехала, короче, появилась у нас полимерная глина, как же они трещат, полимерная глина аргентинского производства. Вот, надо бы попробовать, потому что мне очень интересно, я поняла, что холодный фарфор это не то же самое, а вот там они сидят и мастерят из этой полимерной глины. Мне прям очень-очень нужно. Так, в этот раз вот мозаика. А там вот что-то блестящее, но не мозаика. Вообще все равно на то, чем занимается непосредственно этот стенд, но вот рамочки мне, понимаете, жизненно необходимы. Поэтому я говорю, мне бы все спереть, потому что это все не продается. Ну какие рамочки красивые, да? Малюточки, но, блин, где такое взять? Но сюда применили очень много фантазии. Вот вариантов, короче, много. Вроде все выглядит как, правда, как картина по номерам, а сделано очень круто. Смотрите, красота. Тут, видимо, готовые продавали, и вот написано зарезервировано. Выше вот такая красота, но тут вот прям куча деталек, цветочки. Так, а тут учат, ну, давайте я это назову рисовать в технике гранулаж. Я не знаю, как это по-русски, но, в общем, вот. Оно такое текстурное, видите? Не знаю, видите или нет. Они там мастер-класс делали, я за ними подсматривала. Сейчас, видимо, к новому готовятся, там что-то разводится, чтобы вот оно какое-то было блестящее, какое-то не блестящее, но очень красиво. Искренне считаю, что, короче, эта марка
дополнение покажу вам уродство. А вот то, что я считаю уродством. Отгадайте, что мне здесь нравится больше всего. Правильно, рамочки. Я уж, честно говоря, запуталась и не помню, что я вам показывала, что я вам не показывала. Еще интересно, что вы слышали, что не слышали. Бабулечка. Бабулечка классная. Короче, откровенно говоря, я очень устала. Уже не помню, где я была, где я не была. Какие-то вещи вдруг мне кажется, что я здесь не была еще. Вижу первый раз. Но мне кажется, хватит с меня. Пойду-ка я домой. Тут какая-то дискотека уже началась. Все такое красивое. Я забрала некоторые бумажечки, где мне особенно было красиво. И решила, что схожу к ним лучше на какие-нибудь мастер-классы. Вот. Все, с меня хватит. Все тот же день выставки. Я, честно говоря, как-то очень устала. Надеюсь, что мой голос не настолько выдает мою усталость. Не знаю, в чем дело. Может быть, из-за вновь вернувшейся жары. У нас сегодня 27 было. Осень, такая осень. Короче, я вышила 1000 на этом сюжете. Вышивала вчера чуть-чуть. И сегодня добила вот. И... поняла, почему у меня здесь вот такими дырками я вышиваю. Во-первых, вот уже, хоть они не совпадают совсем никак с осенним сюжетом, но захотелось мне их попробовать. Очень... У меня есть там к ним претензии определенные. Вот не очень хорошо отшлифован кончик тут как-то. Ну, наверное, сейчас не сфокусируется в ночи. Но они такие малюточки. У меня, по-моему, таких маленьких раньше не было. Режут нормально. В общем, короче, сойдет. Так вот, что я хотела сказать. Дырки вот эти вот я старалась частично закрывать, но есть, например, какие-то участки, например, вот здесь не закрыто, потому что здесь бленды. Я пока вышивала только чистыми цветами, без блендов. Все равно это дается не очень хорошо, потому что есть участки с хорошим зашивом, скажем так, а есть, например, вот здесь где-то просто 2 крестика желтых. И не таких желтых, которые используются в других местах. Где-то вот здесь 3-4, здесь ничего нет, здесь еще 2-3-4. Протяжку делать далеко. Слишком длинная будет, значит, надо закреплять и опять идти. Иногда есть вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть. Непонятно, как, куда протягивать. В общем, ну, всякое бывает. Вот, например, тоже, да, какие-то 2 крестика есть, а дальше они от всего удалены. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что действительно тюремный процесс. Что меня здесь действительно смущает, так это вот этот вот синий цвет. Давайте посмотрим. Сейчас я подвину, и мы посмотрим, что это, как это выглядит. Так, не надо так делать. Вот, этот синий, он вот здесь, вот видите, вот это вот. В саге это не настолько ярко. То есть это вот этот вот камень от забора. Значит, меня немножко смущает этот синий своим оттенком, но так, вот я только сейчас заметила, это нечто, это, наверное, какая-то статуя, непонятная. Короче, я думаю, что меня сначала еще, например, смущали вот эти красные штуки на лестнице, потом я поняла, что это опавшие типа листья. Как-то не очень контрастно выглядит в саге. Посмотрим, как это будет на деле. Потому что, например, вот этот же синий в саге, наоборот, не контрастный, а у меня очень даже. В общем, мне надо будет посмотреть отшивы. Мне кажется, есть отшивы этого дизайна. И посмотреть, как это потом выглядит в отшиве. Потому что часто так бывает у меня даже на той же хлопине, когда я беру цвет, вышиваю, думаю, что такое, какое-то совсем очень-очень яркое, а потом другие цвета ложатся вокруг и становится нормально. Но конкретно в данной работе, честно говоря, я боюсь отшивать вот это вот все, чтобы потом понять, хорошо ли лягут цвета, когда оно там все
сложится, может быть, выпороть лучше сейчас. С другой стороны, вот я смотрю на вот этот участок, где уже более-менее есть какая-то картинка из разных цветов, и не так, чтобы сильно этот синий выделялся. В общем, не знаю, но пока смущает. Вот. Давайте я организую пули, брошу кубик и уйду уже наконец-то из тюрьмы. Так, очень важная новость. Я нашла у себя лампочку. Поэтому я надеюсь, что чуть посветлее стало у меня тут. Правда, начала другая мигать. Ну ладно, неважно. Значит, прежде чем кидать кубик, хочу все-таки всякое рассказать. Мне катастрофически нужно вышивать дракона. Я сегодня до выставки успела пошить там что-то 100 с небольшим крестиков. Тем не менее, до 1000 еще надо пошить немного. И мне прям катастрофически надо сшить халапеньо. Поэтому халапеньо у меня синего цвета. И здесь вот в ближайших клетках нет синего цвета. Но у меня есть давным-давно купленная карточка цвет настроения, которую можно поменять. Да? Даже если на зеленый попаду, можно будет на голубой поменять. Буду смотреть по обстоятельствам, куда сейчас у меня что выпадет. Вообще, я думала, что в эти выходные я, наверное, помарафоню. Я никогда не марафонила именно с записью для канала и думала это сделать для Boosty, но сделаю в другой день. Я думаю, что на Boosty это уже вышло, и надеюсь, что это все-таки вышло. Просто в другой день я это делать буду. Дело в том, что никак у меня не получается. Накопились какие-то дела. Не смонтировала я сегодня серию, а это уже я кусок записываю на 3-ю, получается, серию, да, которая вот выйдет еще там. Ну, в общем, короче, накопилось всего, не получается. А чтобы марафонить, конечно, надо ничего не монтировать, в магазин не ходить, и особо даже не готовить, дом не убирать. А у меня все это запланировано. Вот, поэтому по марафону в какой-нибудь другой день, а выходные у меня, видимо, будут снова насыщенные, поэтому, с одной стороны, надо шпарить халапеньо, там 2500, а у меня 2 дня. Как бы с марафоном можно было бы, но марафон не предвидится. А с другой стороны, хочется что-нибудь отдыхательное. В общем, давайте бросать кубик. Это была прелюдия. Фокуса нет, но, знаете, ночь на дворе. 3. Прямиком на аренду. 1, 2, 3. И это зеленая категория. Там кто-то стоит. Я там кому-то буду платить аренду. Давайте вот отсюда из серединочки достану мультипликатор. Иконы. Ну вот, просто сам Бог велел начинать иконы. Нету у меня икон. Что у меня в зеленой категории? Вы знаете, я что-то возьму. У меня там Мастер и Маргарита. Что у меня осеннее там? Сейчас я дотянусь, чтобы не прекращать. Видишь, сейчас будет, наверное, громко. Нет, не будет сильно громко. Значит, в зеленом категории у меня... вот, азбука осенней ночи. Вот. Осенняя, недавно начатая, не сильно сложная. Да, и как Полина говорит с канала «Вот тебе крест», она мне все время под иконой пытается протащить Милхил, что это вот ее религия, а у меня будет Савиный лес религии. Нет, ну, конечно, я удваивать за Савиный лес не буду, а вот аренду платить буду. В общем, на чуть-чуть завтра возьму, пошью хотя бы минимально, там сколько-то крестиков вышью, и буду дальше двигаться. Но с утра, наверное, все-таки я пошью драконов. В общем, все, что буду шить, покажу вам завтра при свете дня нормального и естественном освещении, чтобы было интересно и красиво. Не скажу, что часто со мной бывает такое, но все-таки бывает. Поспав, я вдруг подумала, что очень хочется пошить еще азбуку, но логичнее в данной ситуации будет взять вот даму с горностаем, она тоже в зеленой категории, пусть и не осенняя, но мне нужно монтировать. Я с утра чуть-чуть пошила драконов, сейчас покажу, и сейчас сажусь монтировать, и во время монтажа, когда я отслушиваю какие-то куски, где я там болтаю, мне, в принципе, можно повышивать что-то более-менее примитивное. С одной стороны,
Ну, да, совиный лес достаточно примитивен, но я тут затеяла вот эту вот идею симметрии, поэтому мне нужно будет внимательно запоминать, потому что элементы дальше будут здесь какие-то, ну, назовем это ягодками. Запоминать, как конкретно я шила по горизонтали, по вертикали, куда, какой стежок первый, какой второй, чтобы повторить симметрично, да, с другой стороны. За монтажом это делать будет не очень удобно. Поэтому, к сожалению, эту работу я не возьму, а вот возьму даму с горностаем. Я ее тоже очень-очень люблю. Здесь не очень много у меня что-то влезет, да, но что-то вот пошью. Я думаю, что как раз минимальные какие-нибудь 200 крестиков во время монтажа сделаю, и дальше можно будет кубик кидать. Про драконов. Вот. Не очень много вышло сегодня, но надо еще будет где-то 200 крестиков вышить до, ну или 400 полукрестиков до нормы этой недели. Шила и вот тут вот рог, и заполняю потихонечку, чередую с полукрестом. Ну, вот так вот пока получается. Думаю, что, может быть, если закончу монтаж, а солнце еще будет, может быть, и закончу эти 200 крестиков, а если нет, ну, тогда, значит, уже завтра утром буду добивать до нормы. Дорогие друзья, с вами в эфире новые рассказы про лампочки в Аргентине. Значит, я поменяла, помните, лампочку, у меня перегорела. И я поменяла, оказалось, у меня была белого цвета. И начала моргать другая. Перегорела другая. В общем, я нашла в себе силы и поменяла все лампочки на теплый свет. Это так неожиданно, так непривычно после холодного, но как будто бы приятно и уютно. Вот. Я не знаю, как это отразится на моих ночных съемках, но если вдруг вы видите какую-то разницу, это поэтому. Значит, я сделала большое дело и сегодня смонтировала аж 2 серии. Что-то я вот с отставанием иду. Обе серии для YouTube, потратила на это очень много времени, но, с другой стороны, освободила себе время на какие-то там домашние дела сегодня практически, ну, очень мало чего сделала. И самое главное, освободила себе время для съемок для Бусти и вообще за тем, чтобы заняться уже нормально Бусти. Собственно, на Бусти и был, и будет рассказ о том, почему я там так долго все это делала. Значит, давайте ближе к вышивке. Я в промежутках между монтажом занялась еще и драконами и доделала все-таки 1000, которую планировала сделать на этой неделе. В общем, это 1000 готова. Собственно, завтра воскресенье, поэтому с понедельника буду гнаться за новой 1000, тем не менее. И вот в золотую руно брала. Брала я, в общем-то, потому что удобно ее под монтаж ковырять. И вот за 2 видео наковыряла там 433 крестика. Собственно, много, как вы понимаете, рассказывать мне нечего по этим работам, поэтому давайте придвинем поле поближе. Давай, двигайся, Поля. Вот, и буду кидать кубик. Значит, если вы помните, в предыдущей серии я долго и нудно рассказывала о том, как мне хочется стартануть новые свои процессы. Я, естественно, посчитала, что мне надо вот для шанса, сейчас прям я идеально стою, нужно просто, чтобы выпало 6, и все, можно будет брать троицу. С другой стороны, если мне прямо сейчас выпадет троица, не знаю, обрадуюсь я или нет, потому что на халапеньо конь так и не валялся. В общем, я думаю, что вы верите в мою честность, я не планирую ничего. Нет, у меня была идея потренироваться, как бы так делать, чтобы 6 выпадала. Но, в общем, я посмеялась над своей собственной идеей и решила, что я просто сама себя не смогу обмануть, потому что так мне играть неинтересно. В общем, 6, и я буду стартовать икону. Все остальные клетки мне тоже очень приятно будут, но давайте посмотрим, что мне выпадет. 3. А мне выпадет жаба, конечно. 1, 2, 3. Я не знаю, почему у меня такая тяга к жабам в игре. Так.
Что-то это, по-моему, не середина, это вообще, по-моему, хомяк. Вот. Так. Плюс 700. Ну, приятно тоже, да? Вот мне сейчас 700 выпадет. И это очень хорошо, в смысле прибавочка. Не на шанс, так хоть накопим на что? На какие-нибудь новые старты. Вот, это, конечно, мелочь, но приятно. Ну, как мелочь? Это 700 крестиков. Ну, или 350 с удвоением. Давайте дальше. 5. Никакого у меня шанса. Сегодня вот только что, сейчас, прежде чем идти, только что выкидывала девочке кубик, Ане кубика. Аня, если смотришь, привет тебе. И она на прошлой неделе, по-моему, подождите, на прошлой неделе, на этой неделе, 2 что ли числа, ей выпал шанс на 40 тысяч старт. И сейчас опять я ей выбросила кубик, тоже 4, и тоже опять шанс на 40 тысяч. Вот это вот я понимаю везение. Так, 5. 1, 2, 3, 4. Желтая клетка. И это у меня будут... Ну, сейчас посмотрим. Знаете, если мне сейчас мультипликатор выпадет такой, который вот халапеньо можно будет взять, то я поменяю, возьму эту карточку цвет настроения. А если нет, ну, наверное, девушку закончу. Что уж делать? Надо же ее тоже заканчивать. Так, мультипликаторы, серединочки. Что тут? Буквы, цифры. Вот, смотрите. Букв, цифр у меня на халапеньо нет, а на девушке есть. Беру девушку. Сейчас покажу, как она выглядит. Блин, а халапеньо-то когда шить? Короче, покажу сейчас девушку. Вот так выглядит девушка. Вот так выглядит халапеньо. Значит, девушку, я надеюсь, что в следующий раз я вам покажу, уже финиширую. Там где-то 1000 крестиков. Вот буду до финиша ее шить, потому что, во-первых, я стою на клетке с арендой, во-вторых, удвоение идет, в общем, в холостую буду шить халапеньо. Значит, по халапеньо я сейчас покажу, потому что я сегодня все-таки девушку пошью, но время уже позднее, я, может быть, не знаю, часочек повышиваю, и все. И думаю, что завтра, наверное, раз уж я дошла до драконов норму, надо браться за эту даму. Я поставлю пяльцы вот наверх и в этой стороне буду шить. Соответственно, подключусь я, когда уже будет финиш на этой работе, но параллельно буду шить халапеньо, посмотрим, что там за продвижение. И уже после финиша этой работы снова брошу кубик и посмотрим... Посмотрим, что мне дальше выпадет. Значит, я изначально... Ну, сейчас уже зря об этом говорить, конечно, потому что видео уже это вы смотрите, когда оно вышло. Я в предыдущей серии думала, что скажу вам, что вот вы в ближайшее время видео не ждите, что до конца месяца видео, наверное, не выйдет, потому что я снова буду шить одно и то же. И, наверное, это будет неинтересно, не динамично и так далее. Вот. И серии на 30 минут. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. В общем, всем не угодишь. Но, наверное, интереснее, динамичнее смотреть, что там побольше, да? И процессов побольше, и разговоров побольше и так далее. Но я подумала, что раз Маркитус у меня уезжает в командировку, я, наверное, буду более болтливая. Наверное, так и есть. Но я надеялась, что я буду еще и более продуктивная. Но вот что-то я смотрю... Так себе пока получается, конечно, один день пока не показатель, посмотрим. Но действительно у меня неделя предстоит весьма насыщенная, скорее всего. И вряд ли что-то будет появляться очень быстро в вышивке. Так что, скорее всего, да, это видео выйдет, ну, вы уже смотрите это видео в конце апреля. И вот так вот. Ну, наверное, так будет и в мае. Наверное, действительно, когда вышиваешь 2 работы вот так вот... больше всего времени им уделяешь, но при этом они не движутся какими-то семимильными шагами, то, наверное, логичнее все-таки выпускать видео реже и показывать, в общем-то, какие-то существенные продвижения. Дело в том, что я понимаю, что дело не в продвижениях, и наговорить можно на чем угодно, о чем угодно, но все-таки мне сложно говорить по работе, на которой там вышилось, я не знаю,
кусочек неба. Ну что о ней говорить, тем более, когда уже шьешь, это уже не первые эмоции, не последние эмоции, а просто все те же самые. Повторять из видео в видео у меня пока не получается. В общем, что-то, да, я планировала покороче, но вот заговорилась. Увидимся на финише, дамочки. Знаете, что вспомнила? Хотела вам рассказать, вдруг вам интересно. Значит, в игре я просто сейчас подсчитывала все свои баллы. У меня на данный момент, да, вот я в марте купила 2 больших старта, там, ну, со скидками, но тем не менее, и вот этот маленький, у меня оставалось там буквально вообще ничего. Сейчас уже деньги накопились, и вот на данный момент у меня там 10 тысяч, ну, округляя там с небольшим. Просто, чтобы вы понимали, в предыдущей серии я показывала 2 желанных набора, которые я купила. Это узкая тропинка от РТО, новинка, и троица от Тей Гувернер. Вот для троицы мне нужно всего-навсего 120 тысяч. Но это я тоже округляю, там чуть-чуть поменьше. А для тропинки мне нужно более 40 тысяч. Вот у меня сейчас 10 тысяч. Ну, сколько я это копила? Сегодня какой? 6. Ну, короче, за неделю вот мне прибавилось 10. Ну, то есть за месяц, дай бог, можно накопить на... Ну, нельзя накопить. Я, кстати, считала, я это тоже вам обещала рассказать. Значит, я в прошлом месяце, в марте, вышла что-то типа 23 тысячи крестиков. Из этих 23 тысяч я очень много шила то, что мы называем в холостую. Ну, то есть я шила, а в монополии это не учитывалось, да. То есть, например, когда я беру вот эту работу, заявляю и по ней шью крестики, на этой работе мне учитываются, а то, что я там параллельно вышиваю хлопинью, на хлопине крестики мне не учитываются. То есть в баллы не идут. Ну вот, и в марте у меня было достаточно много крестиков, которые не учитывались, и у меня даже было ощущение, что я вышла больше, чем заработала. Заработать у нас можно, вышивая, заканчивая, финишируя и собирая арендную плату. И вышивать иногда, вот, да, вот, как сейчас, например, удвоение будет. Опять-таки, за финиш я деньги получу. В общем, я решила все это посчитать, ну, кроме трат. И оказалось, что вот нашила я на 20, ну, там, почти на 24 тысячи или что-то типа того, а денег я набрала почти на 30. Ну, то есть 30 тысяч пунктов получила, баллов. Вот, поэтому плюс-минус все-таки в месяц 30 тысяч, потому что там еще какие-то штрафы, налоги, эти тюрьмы, еще что-то. Так что буду ориентироваться на то, что вот в месяц я 30 тысяч собираю. Так что для старта троицы нужно всего-навсего 3 месяца. 120 по 30, не 3, 4, господи, вот я счетовод иногда в ночи очень много в монополии очень много считаю девочкам баллы, и что-то иногда прям совсем шарики за рольки заходят 10 плюс 30 не могу сделать, прям совсем плохо. Все, я наболталась и ушла вышивать. Дорогие друзья, я, кажется, не рассказывала, но у нас в этом году, вообще у нас каждый год в плюс-минус февраль-март эпидемия денги. Это заболевание переносится комарами. А в этом году у нас такие дожди и столько комаров, я столько никогда вообще за 13 лет жизни не видела. Вот у нас тут осень появляется. В связи с этим пропали вообще все, какие бы то ни было репелленты в стране. Вот. А я, собственно, осень вам хотела показать, потому что я тут выходила как раз, прошел слух, что в одном магазине появились. Но нет. Пришла я в магазин, репеллентов нет, но есть комары. Вот, иду домой. Дорогие друзья, сегодня 7 апреля. У нас тут вот некоторые намеки на осень появились. Я помню, что я 20 марта я не снимала, но я вышла, посмотрела, и никаких намеков на осень не было. Вот там вот что-то даже краснеет, желтеет. Напротив тоже какие-то деревья были более зеленые, теперь какие-то менее зеленые. В общем, будем следить за ситуацией сверху. Потому что на асфальте что-то появляется. Но часто оно появляется непонятно, сухое или желтое. В общем, как-то вот так. В этом году я, к сожалению, очень мало выхожу на балкон. Потому что комары злодеи. Вот сейчас какие-то мушки передо мной.
неприятное. Вот. Помимо того, что комары злодеи, у нас же эпидемия денге. Ну, можно, конечно, обшикаться, и это просто у нас все шуточки, что самый популярный аромат этого года. В общем, неприятно. Куча мошек. Фу-фу-фу. Пойду внутрь. У меня утро. Я закончила вчера в ночи. Сколько-то? 3 дня, что ли, мне понадобилось на это. Но стоит уточнить, что не то, чтобы 3 дня я сидела и шила девочку. Нет. Шил я еще и другие работы. Попозже покажу. В общем, в ночи я закончила, сняла с пялец, ничего не гладила еще. Но вот дама с веником у меня готова, мартовская. Немножечко мне казалось, по крайней мере, вечером, что буквы вот эти фиолетовые не очень так выделяются. Но они, наверное, и днем, мне кажется, что не сильно выделяются. Но, в принципе, все читается. Да, вот это, к слову, я там в начале года переживала насчет основы, насколько хорошо я ее подобрала. Не слишком ли она какая-то яркая рыжая. И переживала я вот больше за коричневый, но в итоге как-то меня немножечко смущает фиолетовый. Но, может быть, мне просто не нравится в целом сочетание такого фиолетового с таким оранжевым. Но, ну, в общем, не, вообще в целом нормально. У меня финиш. Я уже прикупила апрельскую, девушку прикупила, в смысле в Монополии. И при случае выпадет мне какая-то желтая категория, я ее начну. Давайте я брошу кубик. И потом уже покажу, что еще я вышивала помимо этой девушки. У меня сегодня день... Значит, вчера не стало ничего... Что ж, оно так подвинуть неудобно. Ладно. Вчера не стала кидать кубик, потому что уже было совсем поздно ночью. Я решила, что лучше поспать. А сегодня у меня достаточно много дел. И практически буквально вот сниму и, наверное... Может быть, часочек успею повышивать, только потому что я рано встала, а может быть и нет. Но, тем не менее, кубик брошу. Куда-то я его далеко брошу. Вот, 4. Давайте я его перемещу. Вот так. Так, это что ж такое? Сегодня с утра пальцы какие-то кривые. 1, 2, 3, 4. Так, это, по-моему, розовая категория. Я все никак не могу найти в себе силы купить или найти какой-то... Ну, это розовый. Чтобы было ясно, где фиолетовая, где розовая. Это розовая, и это фиолетовая. И это тоже фиолетовая. Короче, розовая категория. Она мне вообще как бы не нужна. Мне нужна другая категория. Поэтому сейчас посмотрим, что у меня будет в мультипликаторе. И в зависимости от этого буду решать, менять ли... цветовую категорию, или там тоже будет мультипликатор, будет удваиваться, и лучше пошить что-то розовое. Почему мне надо другую? Потому что я сильно отстаю по хлопине. Значит, и в общем-то, плюс, что не надо будет здесь арендную плату платить. Так, из серединочки достаю вот это вот зелененькое. И это гномы. Слушайте, гномов у меня... Наверное, нет. Нет, ну я посмотрю, если у меня в розовой категории, у меня розовая категория большая, в том плане, что там много разных дизайнов, может, я что-то забыла. Я посмотрю, есть ли у меня гномы, но, скорее всего, я тогда заменю, у меня есть карточка, да, цвет настроения, и заменю розовое на голубое, и без гномов буду шить халапеньо. Ну, сейчас проверю и подключусь. Итак, гномов я действительно не нашла, поэтому буду вышивать халапеньо. Давайте посмотрим, что здесь уже готово на данный момент. Готово в плане в прошлый раз. Не было вообще метлы. Начинает появляться метла. Продолжаю шить фон. Вот это вот уже крылышки. Я несколько дней, по-моему, брала эту работу. 2, наверное, с того момента, да, как вам показала. И начинала я вот с метлы, фон, чуть-чуть тыкву. И что-то как-то, ну, вообще не шло. И я решила взять вот этот вот цвет в крылышках. И это синий. Там прожилки вот эти вот видны.
И как-то вот немножечко, может быть, из-за того, что оттенок поменялся, или не знаю почему, как-то потом пошло получше. И во второй день прям более-менее. Значит, хочется мне уходить вот сюда, да, чтобы идти все-таки сверху вниз, но пока приходится идти вот так вот. Чередовала я цвета, пыталась вообще изо всех сил, вот когда никак не получалось, думала, может быть, из-за того, что серый, из-за того, что вот здесь вот такая больше мешанина коричневая. Тыкву брала. Тыква яркая, но там тоже есть какие-то участки, где надо постоянно закреплять или протяжки. Ну, вроде справилась. Именно вот с этим моментом, знаете, когда сидишь, смотришь и не понимаешь, каким цветом лучше повышивать, чтобы повышивалось. Потому что некоторые цвета берешь, и там что-то как-то вот не так идет и не вышивается. Не знаю, сталкивались вы или нет. Еще взяла вчера драконов. Мне 1000 надо на этой неделе вышить. И вот я... вчера был понедельник, сегодня вторник. Значит, в понедельник я уже вышила, ну, почти 500. Так. Работа. Перейди на Федота. Значит, почти 500 я вышила. И, соответственно, надо будет... Ну вот попробовать либо сейчас часочек повышивать, хотя бы чуть продвинуть, либо уже, может быть, в другой день. Халапеньо буду шить, соответственно, когда работа вся закончится, и вечерочком буду шить. Докуда буду шить? Ну, то есть в ближайшее время включений делать не буду, потому что буду пытаться наверстать норму. На прошлой неделе я должна была вышить 300 на этой работе, и на этой неделе я должна вышить 300, а вышила я пока, ну, то есть должно быть к концу этой недели, сегодня вторник, 6200. Пока готово меньше 2000, поэтому вот... Если здесь появится более 4000 крестиков, то я подключусь. Если нет, то нет. Но, скорее всего, 4000 здесь не появится до выходных точно, выходные не знаю, потому что, во-первых, я буду отвлекаться на драконов, а во-вторых, сегодня дела, завтра работы, наверное, много работы, в четверг у меня там тоже мероприятие. Ну вот, надеюсь, в пятницу и на работе будет тихо, и домашних дел будет не так много, и персональных, и вот, может быть, в пятницу, субботу, воскресенье тогда и буду догонять, но пока вот так. В общем, будет долгий ход у меня. Сегодня ночь пятницы. Мое последнее подключение было во вторник. Во вторник я взяла эту работу и вот говорила, что надо шить по максимуму, и 4 дня шила: среду, четверг, пятницу. Нет, вторник. Понятно, в общем, да. Ладно. Наверное, в понедельник я все-таки подключалась. Поэтому вторник я шила, в среду, четверг и пятницу, 4 дня. С тех пор, как вы видели эту работу в предыдущем кадре. Так, сейчас карандашик возьму. Здесь, в общем-то, много чего прибавилось. Полностью закончилась метла. Полностью закончилась тыква. Вот здесь вот дырочки. И это будет, по-моему, полукрест. И дальше вот смотрите, как меня кидало по-всякому меня кидало. Туда-сюда, чуть-чуть ягодки здесь пошила, чуть-чуть фон пошила, чуть-чуть крылья, чуть-чуть шляпу. Это вот ее рука, это ее уже наряд. Тут будет грудь. Это, видимо, какая-то сумка. А это уже части ее юбки. Вот, рукав. Не дошитый еще. Короче, я так раньше почему-то думала, вернее, я вообще как-то не думала про эти крылья, а сейчас, судя по всему, крылья-то дамочки. Вообще, я смотрела на схему, сейчас не буду показывать превью, в таком свете вообще ничего не видно, но, конечно, не то чтобы мелкое, плохое, но все равно там какие-то детали. Так, кошечки перед сном надо пошалить. Так вот, некоторые детали. Во-первых, видимо, крылья ее.
Ну, когда закончится этот участок, посмотрим, еще об этом поговорим. Дальше я смотрела, значит, что тут в шляпе. Во-первых, вот эти вот переходы немножечко не поняла. Потом смотрела, что за красная линия вот тут. И поняла, что там что-то как будто бы в перьях, но как будто бы не в перьях. И какие-то еще будут оттенки в одно сложение нити. Ну, в общем, какая-то интересная история. Был красивый бленд, наверное, сейчас не передастся. Я люблю такие, знаете, контрастные. Вот тут какой-то такой зеленовато-болотный и вот коричневый, песочный. Вот, прикольный. Ну и, короче, какие-то штуки странные будут, но я здесь немножко притормозила, потому что в шляпе будет бисер. И, значит, вот в коте бисер и в шляпе бисер. В шляпе будет 4 бисерины, в коте 1. Отгадайте, сколько золотые ручки положили бисера. Правильно, 5. Никакого шанса на ошибку здесь нет. Это вот, да, приятели шелковой нити и сборок. Передаем привет всем фанатам сборок. С золотыми ручками тоже как бы не пошипуешь. Ну вот, и я смотрела, значит, про эти бисерины, как они пришиваются, потому что мне было интересно, потому что вот крестик там на коте, там прям вот в отделении под крестик, но на схеме, как бы, то, что я уже рассказывала, на бумажной схеме там непонятно, будет ли что-то под бисером или нет, а вот в саге официально от золотых ручек там есть цвет под бисером. Но я не делала, я решила, что в коте я просто этот крестик, вернее, этот бисер пришью каким-то соответствующим цветом, и, в общем-то, будет у меня там крестик бисерный, скажем так. Ну, вы меня поняли, да? То есть не прозрачной какой-то леской буду пришивать, а ниткой с цветом. А вот в шляпе там не одна только бисеринка ложится на клеточку, а все остальные как-то вот лежат, типа, дробный бисер. Не знаю, как еще назвать. И я, значит, залезла посмотреть, что за цвет вышивается под этим бисером одиночным, и решила поискать по схеме, как предлагают нам бисер пришивать. Чем, как, крестом, полукрестом, ну как. Вот. Нам предлагают, по всей вероятности, проявить собственную фантазию, потому что ничего про бисер не сказано. Вот просто вот пришейте бисер. Как? В 1 нить, в 2 нити, в 10 нитей. Это уже вообще детали. Я решила попробовать посмотреть на превью. Ну, даже не буду сейчас пытаться показать, потому что там действительно даже просто тяжело разглядеть. А уж на камеру в ночи не думаю, что что-то получится. В общем, там бисер как будто бы лежит дырочкой вверх. Я надеюсь, вы поняли, что я говорю. Это как будто его пришили полукрестом, а он завалился на бок. Вот что-то такое. Я не хочу, чтобы у меня он заваливался на бок. С другой стороны, я когда этот бисер рассматривала, мне кажется, он маленький, но ощущение, что он как будто бы еще и приплюснутый. Вот, ну, до бисера еще далеко, но тем не менее, вот я загрузилась, посмотрела, изучила. Интересно было. Короче, за вот это время 4 дня я вышила что-то здесь 2700, что-то такое. По-моему, если я не ошибаюсь. Или 3700. Что-то я начинаю сомневаться. А у меня здесь есть компьютер, где я отмечаю прогресс. Я сейчас прям возьму и такая вся. Так, это я посчитала за 4 дня суммарно, получилось 3000, но я там еще дракона вышивала, поэтому, видимо, 2700 действительно. Так вот, 2700 я вышла, и, конечно, это я еще отстаю. Я думаю, что... В общем, что я подключилась-то? Я хочу сделать хобби, потому что я последние дни стала вот как-то каждый день меньше вышивать. Именно
именно эту работу, скорости уменьшились, и вообще в выходные хочется что-нибудь сменить, отдохнуть хотя бы денечек. Я вообще хочу, чтобы комфортно двигаться, 400 крестиков минимум в день вышивать на этой работе. Мне еще драконы не дошились, норма. В общем, не знаю, зачем я делаю ход, но тем не менее хочу сделать ход, устала. Я думала о том, что если завтра найду время в какой-то промежуток между всеми делами, можно будет, или там другой вышивкой, можно будет сделать бэкстич уже на этом участке полностью, то есть на метле, на тыкве. Ну, может быть, здесь какой-то полукрест зашить и на тыкве сделать. И, в общем-то, чуть сменить вроде как деятельность, но при этом продвинуть работу. Вообще не могу сказать, что плохо идет или еще что-то. Все хорошо. Есть участки посложнее, есть участки попроще, есть бленды, есть чистые цвета, есть частая смена нити, есть приличные участки зашива. В общем, короче, разнообразно, классно, мне все нравится. Но я сама по себе такая женщина вольная, хочу менять часто процесс. Что еще хотела сказать, что я хотела на Бусти сделать видео про марафон, помарафонить с этой работой, но поняла, что я на этой неделе достаточно много работала, накопились дела, не удастся мне помарафонить, плюс я чувствую некую усталость и от драконов, и от этой работы, поэтому какой-то марафон явно не удастся. Поэтому по марафоне, наверное, в какой-нибудь следующий раз на Бусти будет видео, зато мои рабочие вышивальные ряды, по-моему. Ну, в общем, как я умудряюсь в рабочий день вышивать немало крестиков. Если вы еще не там, приглашаю вас пройти, посмотреть. Что-то там уже платное, а что-то и бесплатное. В общем, приходите, присоединяйтесь. Вроде по этой работе все. Драконов чуть-чуть не дошила норму, но там особо говорить нечего. Не дошила, потому что села вот, да, за какие-то там видео, за перебрасывание кусочков видео на компьютер, и как-то так вот получилось. Давайте, наверное, на этом все. Если я вдруг что-то вспомнила... что я вспомнила? Я, по-моему, в последнем включении говорила о том, что я, значит, посчитала, как у меня было в марте по крестикам. Или я уже это сказала? Что, в общем, количество заработанного превысило количество отшитого. И думаю, что это я за игру такую придумала, что в итоге, типа, ну, больше баллов зарабатываю, чем отшиваю. Ни на что не годную. А потом все-таки вспомнила, что покупка старта-то у меня стоит в 2 раза больше, чем там крестиков, поэтому, ну, чуть-чуть небольшой бонус, это даже как бы и хорошо. Но все равно интересно будет в следующем месяце посчитать. Но мне кажется, я это уже говорила. Ну, короче, ладно, вот. Если говорила, значит, еще расскажу. Все, давайте, наверное, я подготовлю поле и брошу кубик. Так, по полю у меня следующие новости. Наверное, по кадру вы догадались, что я купила таки маркер. Вот, небольшая это реклама. И закрасила вот эти фиолетовые. Смотрите, теперь у меня различается розовый от фиолетового. Наконец-то. Ура! И вторая новость, что, в общем-то, так благоприятно располагаются у меня игроки. Буквально еще либо сегодня с утра, либо вчера тут стояло немало сборщиков и подани, и вообще. А тут, в общем-то, все переместились, и ближайшие 6 шагов просто можно занимать клетку, удобно вставать, располагаться, брать аренду. Большинство вот тут, может быть, даже придут. Но, естественно, судя по моему везению, я попаду либо на арест, либо на хомяка. Давайте это проверим. И, в общем-то, если я опять попаду на голубое, наверное, придется брать опять халапеньо. Ну, я тогда, чтобы это себя как-то простимулировать и заскучать по ней, возьму какую-нибудь работу в холостую, как у нас говорят, и вышью что-нибудь, просто отдохну в субботу, а халапеньо снова возьму. Короче, 1. Синяя клетка. Давайте что-нибудь из мультипликаторов вот тут вот из серединочки. Снег. Синий снег. Я вот тут вот думаю, есть ли у меня что-нибудь в синем со снегом?
Может, на денечек взять? Надо изучить больше. Мне кажется, у меня есть снег на синем. Сейчас. Так, у меня есть вот такая большая работа в синей категории «Весна в Мирквуде». И вот тут у нее в углу вот снег. В принципе, можно было бы взять на денечек и повышивать, потому что тут, по-моему, насколько я помню, есть участки. Так, ну, я как обычно. Вот, есть участки зашива одним... Нет, это не то. Что я нажимаю-то? Фу. Одним снежным цветом, смотрите. Сесть и повышивать. Другое дело, не лень ли мне будет взять на один день и пошить снег. Можно, конечно, не снег пошить. Можно вот что-нибудь такое пошить. Ну, тут как-то маловато выглядит это. А сколько здесь по крестикам? 1300 всего. Но это вот тут вот там еще по одиночечке. Ну, вот тут где-то будет, ну, больше 1000. Ну, что-то не знаю. Короче, я решила с этой мыслью, так сказать, переспать, а на утро решить. Но мне очень нравится эта работа. Она мне, конечно, в планах на этот год вообще никак не стоит в каких-то активных продвижениях. Но думаю, ну вот мультипликатор, хочу отдохнуть. Что мне отдохнуть, да? В общем, не такая плохая идея. Действительно, посплю, подумаю и утром решу. А что я вам забыла таки сказать про хлопинью? Так это то, что я здесь перевалила за экватор. Здесь сейчас на данный момент 52%. Я не буду, естественно, разматывать. И на 50% ничего не разматывала, потому что, как вы видите, ничего особо... Я же, помните, хотела идти сверху вниз, но в итоге все как-то получается, что я иду вот так. Ну, у меня часто так бывает, что иногда я хочу что-то как-то вот в одном направлении двигаться, а работа сама ведет куда-то в другую сторону. И вот с хлопиней так получается, что как-то вот она меня ведет немножечко по-другому, ну и ничего страшного. Я надеюсь, что к концу месяца все-таки сформируется вот хотя бы вот так вот какой-то, не какой-то, а отчетливый кусок хлопении, может быть, уже даже с бэкстичем, потому что мне вышивать еще очень много на этой работе. И до конца месяца, если я хочу все-таки достичь то, что я себе поставила целью, надо вышивать много, что-то больше там, больше 6000, по-моему. Вот. Поэтому очень надеюсь, что это появится, и с бэкстичем можно будет красиво как-то запечатлеть этот момент, да, вот как оно на конец месяца, потому что, конечно, вот к 50% не могу сказать, что это какой-то интересный, красивый фрагмент. Вот. Я отправляюсь спать, и уже через секундочку вы меня утреннюю радостную увидите с процессом, который я все-таки решу взять на этот ход. Итак, я проснулась и вернулась к вам с драконами. Ну, сейчас объясню, почему с драконами. Дело в том, что я их взяла и повышивала, добила до 1000, то, что планировалось. И расскажу вам, как я здесь страдаю, прям обстрадалась вся. Ну, тут стоит сказать, что у нас отвратительная погода, дождь, холод, ветер страшный. Но это все я рассказываю не только для того, чтобы пожаловаться на погоду, а, соответственно, со всей этой погодой у нас достаточно темно. И темно в целом, и в частности, совсем короткие какие-то промежутки, когда не настолько темно. Поэтому получается взять работу мало, но вот сейчас более-менее как будто бы даже светло, но все серо, все где-то там, наверное, есть цвет. Короче, из-за всего этого, несмотря на то, что я сижу вот прямо перед окном, я достаточно много ошибаюсь в полукресте именно. Если я крест куда-то не туда ткнула иголочку, то, во-первых, ткнула иголочку, я имею в виду, значит, это лен.
И вот некоторые ниточки, ну, на камеру почему-то это так не видно. А вот глаз у меня, некоторые ниточки, они настолько тоненькие. Или вот, например, наоборот, скопления, они настолько толстенькие, что иногда мне кажется, что это не дырка, а ну, просто что-то расслоилось. И на самом деле туда пихать не надо, а надо вот пихнуть туда, и куда-то что-то уходит. А потом это надо все либо распускать, либо распарывать, либо забивать. Когда это сделано, допустим, в крестике, ну, допустим, нижний полукрест я ошиблась, ну, верхним закрыла, получился кривой крестик, но не так, чтобы это совсем критично. В полукресте это прям очень критично, и в основном я распарываю, ну, были какие-то моменты, когда, вот, например, ну, отвратительно, но я сказала, ну, нахрен. Вот прям так и сказала. И забила, потому что, ну, все равно все криво, все равно. Меня просто начинает это бесить совсем сильно, и я решила, что черт с ним, пусть будет так. Лишь бы вышивалась, вот. Потому что если я начну это распарывать, я там уже не помню, что это за нитка, откуда она шла, это как бы вот один крестик, один полукрестик не распоришь, там надо будет что-то вокруг выпарывать. Ну, в общем, как-то это закрепить. Ну, ой, нет, я даже думать об этом не хочу, мне дурно становится от одной мысли. Поэтому я оставила вот так, вот. Но, к счастью, таких моментов мало. Вот, я не знаю, чуть ли не единственный. Во всех остальных случаях я это все-таки обнаруживала как-то не настолько... Просто это я обнаружила, когда я уже этим цветом вообще не вышивала. То есть мне надо было соседний вышивать. Непонятно было, что делать, и как бы уже все вокруг практически зашито. Ну, в общем, а здесь, когда я вот это обнаруживала, я все-таки... Нитка еще была в игле, можно было распороть. Вернее, не распороть, даже распустить. Ну, в общем, не так критично. И, в общем... Можно было как-то ситуацию исправить, но из-за этого все было очень медленно. Так, вот, 1000 я вышила за эту неделю. Остается мне до конца месяца еще 2000. Но этим я уже займусь с понедельника. В понедельник, в общем, нам прогнозируют и завтра, и послезавтра дождь и холод. Ну ладно, дождь и холод, еще раз говорю. Темнота страшная. Так. Технические неполадки, короче. Поскольку я держу телефон в руке, я задела себя саму же другой рукой. Вот, это снег. И это снег, и это та работа, которую я вам вчера показывала на превью, а теперь я вам показываю то, что здесь отшито. Отшито немного, там что-то 1% или что-то типа того. И я думаю, что я сейчас, вернее, не думаю, я все-таки определилась, что буду ее брать. Я все равно хочу отдохнуть. Время у меня вот тут, наверное, часочек до обеда. И прям до ночи я пошью эту работу, а в ночи уже сделаю новый ход и снова вернусь к своим обязательствам перед халапеньей. Значит, халапенью завтра снова возьму, неважно, что мне выпадет. Но решила я вот на денечек себе устроить такую отдыхалочку. Обычно отдыхалочки я делаю, да, с какими-то примитивными работами, с небольшими работами. Но в этот раз будет отдыхалочка с большой, с огромной, да, работой. Здесь очень много крестиков. Я сейчас, наверное, даже не найду. Не найду, где-то у меня выписано, но не найду, все далеко. Но больше 50 тысяч, потому что она у меня в синей категории, соответственно, и это все там находится. Вот. Наверное, я все-таки пойду в эту сторону и буду вышивать вот этим вот светлым, да, это не белый, а какой там 38-65 или что-то такое. И максимально буду им вышивать. Вообще я посмотрела вчера по схеме, что вот тут вот, где зеленуха пробивается, там уже можно бэкстич сделать. Но, наверное, вряд ли. Я, наверное, как-то запялю, чтобы вот именно здесь. В общем, я пока еще не настолько глубоко. Я анализировала, но еще ни к чему не пришла, как вы видите. Не запялена работа, поэтому уже вечером, когда буду сдавать отчет, покажу вам, что здесь получилось. Ну, явно много и чего-то существенно не прибавится, но, тем не менее, посмотрим. Итак, я вышила 840 крестиков. Чудовищно, просто чудовищно. Видна разница между вот этим и вот этим. Причем не по цвету.
Я 150 раз перепроверила, правильно ли я взяла нитку. Правильно, все нормально. Я не думаю, что я в прошлый раз ошиблась. Ну, короче, прям вот очень сильно видно. Я на что еще рассчитываю? Моника, она прям вот... Это не то, чтобы я здесь дырки делала, потому что затягиваю. Ну да, возможно, после 18-й канвы на Монике, на 28-й, 28-я она вроде, да, может быть, что я затягиваю сильнее, но на самом деле, вот у меня сейчас нет под рукой ни одной иголки, там ткни, просто вот ткнуть вообще не сильно там что-то затягивая или еще что-то, и след тут же остается. Просто воткнул и вынул иголку, и след появился. Естественно, когда я протягиваю иглу под уже вышитыми крестиками, закрепку делаю, вот, например, здесь, и это вот причина закрепки, потому что я провожу иглу сзади, естественно, все натягивается еще сильнее, остаются какие-то чудовищные дырки. Значит, я единственное, на что надеюсь, что эти дырки... Вот, мне кажется, здесь нет дырок не потому, что я вот как-то раньше по-другому здесь вышивала, а здесь как-то стала вышивать как животное какое-то сильное. Нет, я думаю, что это просто вот расслабилась ткань немножечко, потому что это реально я не затягиваю их, они потом расслабятся, короче. В общем, на это буду надеяться. Но вот в процессе, честно говоря, смотрела, прям очень мне неприятно было. И из-за цвета, из-за этого. Понятно, наверное, что картина огромная, и когда будет, даже если цвет вот этот сохранится, да, допустим, дырочки все уйдут, а сохранится вот эта разница цвета. Знаете, в чем прикол? Что это даже тот же моток, это не то, что там новый моток я взяла, и вот он другой, но что он запачкался, пока лежал, я не исключаю такую возможность, но как бы прям глубоко запачкался, потому что здесь нитки 3 я уже вышила. 3. В общем, очень странно, но если запачкался, значит, отстирается. Я надеюсь, либо вот этот потом тоже в процессе запачкается. Короче, я надеюсь, что когда будет очень, не очень, а полностью готова работа, поскольку она достаточно большая, я надеюсь, что видно этого никому не будет. А вообще я надеюсь, что это пройдет. И, возможно, действительно из-за того, что дырок больше, поэтому оно немножко как будто бы светит. Вот эта вот темнота. Короче, не знаю, что это такое. Хватит об этом. Давайте бросать кубик. Так, я нахожусь вот здесь. И что я хочу? Рассказать вам, что я хочу? По идее, завтра надо обратно брать халапеньо. Соответственно, мне нужно либо один, либо вот аж сюда. Здесь и аренды нет. Вот. Можно, в принципе, халапеньо взять. Это в идеале бы. Это не то, чтобы то, что я хочу, но это то, что надо. Так, 3. Ну, хоть не арест. 1, 2, 3. Зеленая категория. Посмотрим, что мне выпадет. Но я, скорее всего, возьму золотое руно. Сейчас объясню, почему. Так, спорт. Спортивная картина Леонардо да Винчи. Короче, спорт. Спорта у меня в зеленом нет. Я думаю, а мне вообще есть спорт, какие-нибудь спортивные вышивки? У меня есть. Я сильно сомневаюсь, но посмотрю ради интереса. Значит, я возьму... как я уже сказала, золотое руно. Буду вышивать даму с горностаем. Почему? Во-первых, потому что хочу завтра смонтировать кое-какие видео для Бусти. И, возможно, у меня там будут какие-то моменты, когда можно будет не сильно активничать, а просто отсматривать материал. И тогда можно будет повышивать простую работу. И второе, я все равно возьму халапеньо. Я все равно постараюсь вышить там минимально хотя бы 400 крестиков. Ну и как бы завтра все еще выходное воскресенье. В выходные, в принципе, я беру такие более расслабляющие процессы, а с понедельника уже будет опять у меня дракон и халапеньо уже по полной. Но к чему я это? Значит, я возьму золотое руно. Я не буду, наверное, сейчас показывать. Ну, или там завтра с утра подключаться. Там все коричневым по коричневому. Ничего особо интересного не будет. Поэтому, как бы, мне кажется, тратить на это время
показывать там особого смысла нет. Плюс я не думаю, что я много вышью, да, потому что все равно халапеньо надо будет повышивать, а дела какие-то есть, монтаж, домашние, опять-таки, дела, которые сегодня не доделала и так далее и тому подобное. Поэтому следующим включением будет уже, покажу, что я там вышила, без того, как было до. На каком этапе, скажем так, на каком этапе я откладываю и сделаем новый ход, и это будет уже для вас через секундочку, а для меня через сутки. А вот и я. Значит, вышла я здесь 700 крестиков сегодня. Появились какие-то новые вензеля вот тут вот. Вот этим вот светло-коричневым повышивала, чуть-чуть еще повышивала темно-коричневым, тут тоже что-то повышивала. В общем, коричневого еще добавилось. Еще вышивала халапеньо. Где-то крестиков, почти 500 сегодня добавилось. Все, никак не уйду к ней в лицо, в шляпу. Вот куда-то меня повело. У нее здесь какой-то такой не то воротник, не то шарф. Что-то такое. Скоро мы это узнаем. Ой, у нас такая дикая влажность, что у меня все, что на бумажках, пошло волнами. Короче, я сегодня получила я сегодня схему от Кати Саитовой с чего? Фабрики желаний. Первая схема готова. И я, значит, здесь смотрела, думала, что, как и чего. Значит, мне хочется сделать из нее подушку. Кто бы мог подумать. Она почти квадратная, но не квадратная. И мне кажется, очень было бы здорово такую вот сезонную подушечку. Там вообще был еще один такой сэмплер, тоже с какими-то такими осенними элементами. Если бы я 2 купила, было бы 2 подушечки. И как будто бы парные. Но давайте не будем себя обманывать. Я даже одну неизвестно когда вышью, а уж когда я их сошью, вообще непонятно. Поэтому одной ограничимся. Вернее, даже, я бы сказала, мечтами об одной ограничимся. Значит, что я думала? Это, естественно, такой претендент на старт, если мне выпадет шанс. То есть покупать я не буду, а вот если мне выпадет шанс, а я уже его потратила на РТО и на икону от Теи, и что-то там еще у меня тоже есть в хочушках, вот тогда я возьму эту работу. Такое, кстати, возможно, потому что у нас есть игрок, который уже 4 раза выпадал на шанс. По-моему, 4. А мы играем... еще 3 месяцев даже не играем, а 4 раза. А еще один игрок за 1 неделю 2 раза попал на шанс. Вот, так что всякое бывает. Я пока ни разу не попадала, поэтому... мне 1 раз карточка попалась до 10 тысяч начать. Вот, а так я никогда еще не попадала. И то она мне там в самом начале игры попалась, поэтому... Короче, здесь больше 20 тысяч крестиков, поэтому мне должен шанс еще и выпасть на 30 тысяч, потому что там 20 с небольшим. Значит, что я думала? Я думала по поводу основы. Понятно, что к моменту, когда я это стартану, 100 раз можно придумать, но я вот эти вот штучечки, я их вышивать не хочу. И можно, в принципе, вообще без этих штучек вышить, и все нормально. Но я сначала думала, что, может быть, вышить на основе вот этой вот, которая молочная, в розовый сплэш, да, с брызгами. Но недавно Полина вышивала Mill Hill, по-моему, у нее там были цветочки, и у нее там очень неудачно как-то, или сплэш тоже был, по-моему, цветочки. У нее как-то неудачно получились вот эти цветочки на зайчиках, по-моему, да, и там как бы из зайчика растет цветочек, немножечко сливается. В общем, я так понимаю, она переживает, что делать, потому что, распускать все, понятное дело, что вообще не хочется. Как-то удалить это тоже невозможно. Я думаю, что сплэш может быть не настолько критичный, все-таки цветочек он объемнее, но я думала, что если бы мне вот эти сплэшины попали бы вот в эти дырочки, вот в эти, да, все эти дырочки, может быть, тоже было бы нехорошо. Естественно, рассчитать я это все не смогу. Но, с другой стороны, может быть, сплэш все-таки не так критично. В общем, это такой вариант для размышлений. Если не сплэш, то у меня единственная идея – это Ева. У меня есть какая-то такая
чуть-чуть желтоватая, она, по-моему, молочный, сливочный какой-то цвет. Было бы тоже, наверное, симпатично, и при этом не сливались бы вот эти вот желтые оттенки. Ну, а тогда бы я просто вот ничего бы это не вышивала, и все. Но до вышивания, в общем-то, еще далеко. И раз уж мы заговорили про осень, вот, можно меня, конечно, спросить, где мои осенние сюжеты уже начаты. Ведь я говорила, я буду вышивать Мабон, я хочу повышивать Жанлин, что я там еще говорила, оленя и так далее. В общем, разные осенние сюжеты показала, целую серию выпустила, а в итоге что я взяла? Предыдущую я вообще взяла весну-зиму, и сейчас взяла несезонную даму с горностаем. Но как-то вот так получается. Я опять поругала себя за то, что не беру Жанлин или осенний сэмплер хотя бы. Не сэмплер, а как это, азбука осенней ночи от Совиного леса, потому что оба эти сюжета в зеленой категории. Но Жанлин мне хотелось бы поосновательнее повышивать. Совиный лес вообще надо сосредоточенно. Я не смогла бы, как вот с этой работой, я ее взяла буквально на какой-то небольшой момент. Я даже не вышивала, я ее взяла, думала, что буду монтировать и вышивать, но в итоге ни крестика не сделала во время монтажа, и потом уже после монтажа, уже вечером перед сном решила вот повышивать, и поскольку, одной ниткой берешь, ладно, сегодня двумя цветами берешь и шпаришь, и, в общем-то, легко за несколько часов можно нашпарить. А в тех процессах я бы за это время, вышила бы, я не знаю, 200 крестиков, ладно, может быть, побольше. В общем, и как бы на один день брать на 200, на 400 крестиков, мне как-то кажется, что, не знаю, хочется основательнее. Вот. А поскольку в приоритете у меня все-таки вернуться к халапеньо, то вот так вот получается. Кстати, по поводу халапеньо, мне кажется, сказывается отсутствие маркиз, я что-то разболталась. Сегодня же я же вышивала тоже халапеньо, и прям чувствовала, что как-то хочется еще, но вроде как и надо бы уже там другими делами заниматься и продвинуть работу, которую я заявила в ход, чтобы сменить ход. Все, я наболталась, давайте я приготовлю поле, и мы бросим кубик. Итак, я стою вот здесь на зелененьком, и мне в идеале бы вот синее или фиолетовое, потому что я буду шить из синей-фиолетовой категории всю эту неделю, и, наверное, в идеале бы вообще ни на что не распыляться. Если попаду на зеленое, наверное, буду брать карточку «Цвет настроения». Или еще повышиваю. Ладно, не знаю. И что с хомяком тоже непонятно будет, если я на него попаду. Давайте пойдем. Так, ура. 1, 2, 3, 4. Значит, из минусов я должна буду Кате платить аренду. У меня там Катя стоит. Из плюсов я буду вышивать драконов. Давайте я достану. У меня тут вот карточки. Мультипликатор, трамвай у меня нет, но у меня, по-моему, на драконах вообще ничего нет, так что можно было и не доставать даже, не тратить мультипликатор. В общем, я буду 1000 вышивать, несмотря на то, что там аренда, буду вышивать 1000 на драконах. Я думаю, что это займет несколько дней, но раз уж я стою на клетке, я постараюсь максимально быстро это сделать. Все будет зависеть от работы. У меня, по-моему, во вторник работа с утра и в среду работа с утра. За завтра 1000 я, конечно, не вышью, особенно если будет опять, у нас так и продолжается, дождь и темнота, поэтому, посмотрим. Но 1000 хочу вышить, а потом уже сделать новый ход. Так, а дракона-то я вам не показала. Нет, я показывала, по-моему, да, недавно. Давайте я покажу, как это выглядит сейчас, чтобы мы потом увидели это через 1000 крестиков. Так, вот дракон. Можно здесь на самом деле и бэкстинчем добить быстренько. Если у меня получится быстренько, то я, конечно, сделаю ход, и мы еще что-то посмотрим. Если нет, то всю неделю буду шить вот дракона, а вечерами буду шить халапеньо. И, соответственно, в следующем включении только уже отчитаюсь, чтобы серию закончить. Но если нет, если вот с драконами мне повезет, то, возможно, и ход сделаю.
В общем, узнаем это уже в следующем кадре. Итак, внезапно, не прошло и года, не прошло и суток. Я, в общем, утром узнала ситуацию по работе и решила таки упороться на драконах. Прям вот до тошноты вышивала. Почти 800 крестиков вышила, потому что поняла я, что работать мне завтра, послезавтра и, возможно, еще и послезавтра. Поэтому в следующий раз, наверное, драконов я смогу взять только в пятницу. И несмотря на отвратительнейшую погоду, просто уже сил моих больше нет. Ладно, не буду ныть по поводу погоды, хотя это может на час затянуться. Вот, я надеюсь, вам слышен непрекращающийся дождь. Так вот, я решила по максимуму постараться продвинуть эту работу, и вот страдала тут, мучилась где могла, где-то нормально шло, где-то ненормально шло, но, тем не менее, вот этот вот угол более-менее закончен. Здесь мне уже было не очень удобно дотягиваться, поэтому я, в общем-то, на следующий ход буду передвигать пяльца и уже вышивать на другом участке. Обнаружила я здесь какой-то пропущенный полукрестик. В общем, по максимуму, что смогла, я здесь продвинула. И, в общем-то, хотела еще вот какими-то остаточками ниток повышивать. И было вот место, но темно уже все, уже не могу. Так что почти 800 крестиков все-таки сделала. Не 1000, как хотелось бы, но что уже, на пятницу, на субботу, куда-нибудь туда оставлю эти 200 там с небольшим, что остались. Потом их комфортно выполню. А сейчас буду делать новый ход. Значит, я нахожусь... Давай фокусироваться. Будем фокусироваться сегодня? Да. Я нахожусь вот здесь. Мне, в общем-то, хорошо бы какая-нибудь голубая клетка. Не хочу больше никакого дракона. Вот. Короче, куда-то сюда. Хочу на какую-то голубую клетку. Понятно. Фиолетовая. Никто меня не понимает. Буду брать я вот эту вот бумажечку лошади. Вот мои единственные лошади. Так, я, наверное, возьму и потрачусь на карточку, ладно, уже не фокусируется и не надо, конечно. Я, наверное, потрачусь на карточку цвет настроения и поменяю на синюю категорию и буду шить все-таки халапеньо, потому что я могла бы выбрать что-то другое из фиолетовой категории. У меня в фиолетовой категории что-то ведь запланировано, мабон, например, и так далее, но я хочу сначала убедиться, что я смогу отшить норму на халапеньо, потому что неделя такая насыщенная. А уж потом, если будет возможность в конце недели, вот я норму эту выполню, тогда уж брать какие-то работы, которые не в таких жестких сроках, скажем так. Поэтому вот сейчас пойду вычту себе 1000 за смену категории и буду шить халапеньо. Сейчас покажу вам, как халапеньо выглядит на всякий случай. Вот так выглядит халапеньо. Я думала о том, сколько я хочу вышить за этот ход на этой дамочке, но, в принципе, наверное, я хочу вышить максимально. Я хочу повышивать ее до пятницы включительно, максимально, что смогу. Смогу 3000 будет классно, смогу больше будет еще лучше. Вот, я думаю, что 3, наверное, хотелось бы, конечно, смочь. Вот. Я думаю, что в следующем включении, вот теперь уже точно, будет заключительная часть этой главы, этой серии. И хотелось бы, чтобы что-нибудь у нее уже оформилось и обозначилось в плане бэкстича, да, потому что не то, чтобы мне не хватило бэкстича на драконах, но сегодня я не планирую делать бэкстич, сегодня я пощу какие-то крестики, полукрестики, полукрестика хватит с меня, полукрестиков, тошнит уже от полукрестиков, значит, что-то я пошью у нее в наряде, а потом все-таки постараюсь уйти максимально наверх и заполнить какую-то часть, чтобы все-таки, действительно что-то оформилось, потому что пока у меня более-менее... кстати, крылья, по-моему, я дошила. Или каким-то цветом еще осталось. Здесь, может быть, что-то еще. Вот тыква готова, но здесь надо полукрест вышить. Метла все полностью. А тут вот ни сумка, ни одежечка, ничего пока еще не готово. Лица нет, груди нет.
Ну, в общем, шляпа тоже не готова. В общем, много всего еще впереди. Я надеюсь, что в следующем кадре мы что-то отчетливое увидим. Дорогие друзья, как вы видите, я переставила пяльца. Если вы вообще помните, на каком моменте я вам показывала. Значит, сегодня 20 апреля, утро. И я решила, что пора бы показать вам, на каком этапе у меня сейчас находятся два основных процесса, и на этом серию завершить. Мне кажется, она и так получилась достаточно большая. Итак, после того, как я тут намучилась с полукрестом, в прошлый раз я говорила, я на следующие 200 крестиков примерно мне надо было вышить до нормы. Я переместилась ниже и вот занималась, собственно, драконом непосредственно, без всякого фона, без всего этого. Вот тут вот будет у него грива, здесь уже пойдет чешуя драконья, немножечко где-то тут в усах что-то там заполняла и так далее. Не очень много вышло, потому что, как я уже говорила, мне там оставалось буквально 200 крестиков до нормы, но в следующей серии, естественно, возьму еще на 1000 крестиков, и, в общем-то, по этой работе я двигаюсь комфортно, в том ритме, в который я задумала себе. Следующая работа – это халапеньо. Смотрите, как она уже продвинулась. Значит, с чего бы начать? Здесь за этот месяц уже вышито где-то 8 с небольшим тысяч крестиков. По-моему, я это уже говорила, но на всякий случай, если вдруг забыла, обе работы передвинулись за 50%. Да? Так вот, в халапеньо вышито уже более 8 тысяч. И вообще я планировала 11 500 в этом месяце, но вот думаю, что если бы я вышила 5000, еще 5000 до конца месяца, да, это грубо говоря, у меня 10 дней остается, если сегодняшний не считать, по 500 крестиков в день, и как бы немало, но и не то чтобы нереально. Почему я пытаюсь ускорить процесс, потому что все-таки в июне я хочу шить эту работу до, соответственно, 20-21 июня, до зимы, и это, соответственно, не полный месяц, а всего 3 недели. Соответственно, хорошо бы на июнь оставить норму меньше, чем на апрель и май. Вот, поэтому было бы здорово, но это, опять-таки, не то, чтобы обязательно. Значит, как вы видите, все еще есть здесь дырочки и в ее наряде, и в шляпе. Шляпа тоже, наверное, наряд. В лице все вышито, нужно только полукрест. Ой, полукрест не надо. Надо полукрест вокруг, чтобы потом сделать бэкстич. Я начала делать бэкстич не потому, что решила делать бэкстич, а потому что ниточка оставалась. И вот тут вот вы видите немного в тыковке в метле и в крылышках. Значит, не так, чтобы прям гипер много, а просто реально нитка оставалась. У меня будут вопросы по поводу некоторых элементов, скажем так, но про них я уже расскажу, когда все-таки будет все готово и будет сделан бэкстич, потому что есть места, которые я не понимаю, что это. Об этом мы попозже поговорим, да, не в этой серии. Давайте пока поговорим о том, что я делала, когда сталкивалась с какими-то одиночками, скажем так. Вот, например, вот здесь вот, или здесь, в каком-то из этих. Вот тут вот, видите, 4 полукрестика. И вот здесь вот, по-моему, тоже 4 полукрестика, да, это крест. 3 одним, 1 другим. Зачем? Почему? Что там будет? Вот видите, здесь, да, видно 2 цвета. Вот в этих частях, в общем, я решила, что это не будет видно, поэтому я не стала делать. Тем более здесь я уже сделала бэкстич, а здесь еще будет бэкстич, там же волосы. Я решила этого не делать. Сделала все одним цветом. Еще вот здесь, по-моему, какой-то крестик из этих должен быть светленьким цветом, который будет вот здесь вот идти по шляпе. Но он как бы с этой стороны, понятно, тень отдает, а здесь что один крестик делает? Тем более, опять-таки, я открыла схему с бэкстичем. Там будет проходить рядом
черного цвета бэкстич и 2 линии белого цвета. Ну зачем? Ну просто в этом плане я абсолютно не раб ключа. Я делаю как... Ну, если это логично, если это глазик, если это какая-то деталька, вот тут вот капельки, да, или что это, ну, короче, да, я, естественно, делаю. Вот это вот продолжение волос, да, тут эти вот красные крестики, вот тут вот белый крестик, вот он один, потому что это блеск на ягодках. Это логично. Ну, извините, полукрест, где-то там просвечьте между волосами и телом, ну, что-то такое. Мне кажется, просто тупо не дочистили схему. Где-то еще я вот здесь вот ошиблась. Это, видимо, ее сумка, и я просто доделала, ну, другим цветом, просто у меня вот это вот, видите, окоемочка в одно сложение. Она у меня стала такая, ну, на 2 крестика больше. Там должен был быть зеленый. Не зеленый, вот этот вот болотный. Вот тут. Потоньше должна была быть. Ну, как-то вот так. В общем, я ошибаюсь и смотрю по ситуации, нужно ли это исправлять или нет. Если я вижу, что какая-то критическая ошибка, я исправляю. Если там все это можно подделать, если там 1 крестик, если там намеренно иногда, да, не ошибаюсь, а вот намеренно делаю так, как мне удобнее. Вот. Значит, я вообще не хотела уходить в ворона, но, как вы видите, это вот уже птица началась. И в фон я тоже не хотела уходить, но я делала крестики вот на этих одиночки на ягодках, и нитка оставалась. Я решила, что уж я ей пошью и нитку закончу. То же самое было с вороном не то же самое было. Я пошила где-то здесь, нужен был черный, и что-то потом решила сюда пойти, и как-то так хорошо пошло, что я там осталась. Бывает, и есть моменты, где действительно более такое все часто меняющиеся, поэтому иногда приятно уйти на какие-то вот такие участки, где много одним цветом зашивается, на тот же фон, от того же ворона и так далее. Но в целом идет она очень классно. Я не могу сказать, что я гоню специально. Я 1 день вообще не планировала, но вышло больше 1000 крестиков. Ну, просто хорошо пошло. Там, наверное, в этот день еще бэкстич был, я не уверена, я не помню. Но я сама удивилась, что так много получилось. А бывают дни, я там и по работе свободная, а вот что-то не вышивается и не вышивается. Я в такие дни тоже как бы не переживаю, просто откладываю и иду заниматься какими-то другими делами, там иду погулять или вышиваю другую работу. Значит, вот она такая красотка. Давайте я сейчас буду прощаться, мы посмотрим красивые кадры и драконов, и немножечко халапеньи. И я думала брать новый процесс, кидать кубик или нет, но потом так логически порассуждала и решила, что все-таки эти 2 работы у меня будут в приоритете. Я просто на выходные что-то без кубика возьму, повышиваю, тем более, что в выходные я собираюсь в гости, у меня не будет прям целый вышивальный день, поэтому, в общем-то, я оставляю халапеньо в активном процессе по игре. И надеюсь, что в следующей серии мы посмотрим последние дни апреля с уже отлично так продвинувшейся халапеньей. У меня будет, я надеюсь, готов уже персонаж. И там уже, надеюсь, я брошу кубик, возьму какую-то другую работу, и мы с вами посмотрим, что еще у меня будет продвигаться. Но на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.